Сезон кабачков в разгаре, а значит самое время готовить вкусные блюда из них. Предлагаю сразу 3 рецепта из кабачков, которые точно стоит приготовить и попробовать. И первыми приготовим овощные котлеты из кабачков. Ароматные, нежные внутри и с хрустящей корочкой сверху. Это очень вкусно. В первую очередь натираем кабачки на крупной терке. Немного солим их, перемешиваем и отставляем пока в сторону, чтобы кабачки пустили сок. Дальше на мелкой терке натираем морковь. И также на мелкой терке натираем картофель. Картофель сразу же отжимаем от сока и выкладываем его в емкость, где будем смешивать овощи. Точно так же отжимаем кабачки и добавляем их к картофелю. Сюда же добавляем натертую морковь. Дальше измельчаем зелень петрушки. Немного взбиваем яйца. Добавляем их к овощам. И сюда же добавляем выдавленный через пресс чеснок. Тщательно все перемешиваем. Теперь добавляем манную крупу, ее можно заменить обычной мукой. И соль и перец по вкусу. Снова перемешиваем и отставляем в сторону на минут 10-15, чтобы набухла манка. Чтобы не терять времени, приготовим сметанный соус. В майонез добавляем сметану, выдавленный через пресс чеснок и нарезанную зелень укропа. Перемешиваем и соус готов. У меня уже прошло 10 минут, манка набухла как и надо. Начинаем формировать котлеты. Немного в процессе отжимаем жидкость, чтобы они хорошо держали свою форму. У меня получилось 10 котлет. Начинаем их обжаривать. Обжариваем котлеты на растительном масле на среднем огне с обеих сторон до румяного цвета. Первая партия котлет готова. Снимаем ее с огня и выкладываем в форму для запекания. Точно так же обжариваем остальные котлеты. Готово. Теперь отправляем котлеты в разогретую духовку до 150 градусов буквально на 15 минут, чтобы они там дошли до готовности. Если формировать котлеты потоньше, примерно как оладьи, то этап с духовкой можно пропустить. Кабачковые котлеты готовы. Можно их подавать сразу горячими, но я советую немного дать им остыть, хотя бы до теплого состояния, и только потом подавать вместе со сметанным соусом. Получается очень вкусно. Обязательно попробуйте приготовить. И поделитесь в комментариях, как вам. Буду ждать ваши отзывы. Следующий приготовим вкуснейшую запеканку из кабачков.
Очень удачный рецепт. Даже те, кто не любит кабачки, эту запеканку едят с удовольствием. 1 килограмм кабачков натираем на мелкой терке. Кожуру и семена я оставляю, так как у меня кабачки молоденькие. Если же вы будете готовить из зрелых кабачков, то кожуру и семена лучше удалить. Перекладываем их в миску. Сок кабачков я не отжимаю, но по желанию можно отжать, тогда запеканка получится менее сочная. Дальше на мелкой терке натираем морковь, пару штук, это примерно 200 грамм. Добавляем ее к кабачкам. Тонко нарезаем лук, 2 штучки будет достаточно. Перекладываем его к остальным овощам. Еще на крупной терке натираем 150 грамм твердого сыра. Его также отправляем в миску. И готовим заливку. Соединяем 5 яиц, 100 мл растительного масла без запаха, взбиваем до однородности. Теперь добавляем 140 грамм муки, 1 чайную ложку разрыхлителя и соль по вкусу. Перемешиваем, пока заливка будет однородной и без комочков. Готово. Возвращаемся к овощам. Перемешиваем их с сыром. Заливаем заливкой. Еще раз перемешиваем. И перекладываем в форму для запекания. Размер моей формы 28 на 22 сантиметра, и дополнительно я ее ничем не смазываю. Равномерно разравниваем эту массу по форме. И теперь отправляем запекаться в разогретую духовку до 200 градусов на 45-50 минут до румяной корочки. Готово! Теперь нужно набраться терпения и дать запеканке остыть хотя бы до теплого состояния, чтобы она стабилизировалась, и уже потом подавать. Не передать словами, насколько вкусная и нежная получается эта запеканка. Обязательно приготовьте и поделитесь в комментариях, как вам. Уверена, и вам, и вашим близким очень понравится. И последний. Приготовим одну из самых вкусных закусок из кабачков – кабачковый торт. Прекрасная альтернатива обычным жареным кабачкам или кабачковым оладьям. Ярко, аппетитно и очень-очень вкусно. Сперва натираем кабачки на крупной терке. Перекладываем их в дуршлаг. Немного солим, перемешиваем и отставляем в сторону, чтобы стекал сок. Подготовим остальные ингредиенты. Лук нарезаем на небольшие кубики. Тонко нарезаем помидоры. Перекладываем помидоры на тарелку и накрываем их пищевой пленкой. Готовим соус. Смешиваем майонез, сметану, добавляем выдавленный через пресс чеснок и мелко нарезанный укроп. Тщательно перемешиваем. Все, соус готов. Дальше обжариваем лук. Немного солим. Перемешиваем и обжариваем до золотистого цвета. Лук готов. Убираем его с огня и отставляем пока в сторону.
Кабачки дополнительно отжимаем, чтобы стекла лишняя жидкость. Перекладываем их в миску. Добавляем к ним яйца и муку. Хорошо перемешиваем и делим тесто на 5 частей. Выкладываем порцию теста на сковороду. Быстро разравниваем ее лопаткой в форме блина. И так обжариваем на среднем огне до румяной корочки с обеих сторон. Первый блинчик готов, снимаем его с огня и точно так же жарим остальные. Блины готовы, собираем торт. Смазываем блинчик соусом. Дальше выкладываем обжаренный лук. И выкладываем помидоры. Накрываем вторым блином и повторяем все слои. Последний блинчик смазываем только соусом. И украшаем, как кому нравится. Я посыплю укропом и выложу половинки помидор черри. Кабачковый торт готов. Подавать его можно как в теплом, так и в холодном виде, будет одинаково вкусно. Ярко, сочно и безумно вкусно. Обязательно попробуйте приготовить. Напишите, какой рецепт вам понравился больше всего и что вообще чаще всего готовите из кабачков. Будет интересно узнать. Не забудьте поставить лайк, если рецепты понравились, а также подписаться, если еще не со мной. Всем желаю мира, вкусной еды и всего наилучшего.